Приветствую вас, мои дорогие друзья, а также проходящие мимо случайные зрители. Всем хочу пожелать добра и милости, всех благ цивилизации, а если вы успели что-то потерять, то желаю вам вскоре это вновь обрести. Поверьте, все будет хорошо, так мир устроен. Давно не виделись. Все не находило время для монтажа очередного ролика. Честно говоря, тем по Османской империи осталось не так много. Я говорю сейчас о зрителях моего канала и их предпочтениях. Можно, конечно, начать выпускать все по кругу на 10-й раз под другими соусами, но боюсь потерять ваше доверие. Потому было принято решение пусть меньше, но лучше. Совсем недавно на нашем канале вышло видео о внучках Хюррем Султан. Тема эта получила неподдельный интерес у любителей османской истории. И наткнувшись случайно в турецком пространстве на внучку Хюррем, живущую в наши дни, я сочла возможным рассказать вам о ней. Что поразит ваше воображение прежде всего, так это то, что эта девушка единственный потомок Хюррем, которую назвали в честь знаменитой бабушки Роксоланою. Но давайте обо всем поподробнее. Готовы? Поехали! Друзья, печально, что нам достались лишь вот эти портреты Хюррем, которые нарисованы или написаны даже не с натуры. Как выглядела знаменитая султанша, никто точно не знает. В последнем видео на нашем канале мы обсуждали тему эксгумации султанши. Многие зрители предположили, что в могиле, скорее всего, уже ничего нет. Это возможно. Однако, если почва в месте захоронения pH нейтральна, то, возможно, какие-то кости и могли сохраниться до наших дней. Но думаю, что даже такая процедура, как эксгумация, не дала бы нам портрет Роксоланы, так как вряд ли череп был бы цел. А еще мы много спорили и обсуждали на тему относительно того, как далеко в последующих поколениях хранятся гены предков и возможно ли по фотографии человека из 21 века судить о внешности его предков в 16 веке, например. Очень любопытно ваше мнение, поделитесь им в комментариях. Ну а пока хочу показать вам эту девушку. Ее зовут Рифия Роксан Кунтер Оскан. Сейчас ей 38 лет, и она проживает в Стамбуле в Турции. Давайте на минуточку предположим, что в ней что-то есть от Хюррем. Как мы знаем, по свидетельствам современников, султанша была невысокого роста, с голубыми глазами и светлыми волосами или рыжими. В ней не было какой-то неземной красоты, как, например, в Махидевран. Однако утверждается, что внешне Хюррем была довольно милая. Роксан Кунтер ростом 1,77 м, стройная, но мне показалась она в теле, как мы часто говорим. У девушки серо-голубые глаза и светло-русые волосы. Я не сказала бы, что она красавица, но очень симпатичная и привлекательна. Хотя это дело сугубо субъективное. Теперь давайте узнаем историю Роксан и почему это вдруг она решила, что является внучкой Хюррем. Сразу хочу отметить, что сама Роксан утверждает, что родители дали ей имя в честь знаменитой бабушки Роксоланы, воспользовавшись сокращенным европейским именем Хюррем. Вы можете выражать свое мнение. Возможно, вы уже читали или слышали об этом где-то еще. Моим же источником является личное интервью Роксан Кунтер новостному турецкому спортивному изданию «Фанатик» от 16 марта 2019 года. Я даже не стала сверять информацию с другими источниками, так как какой смысл сверять то, что сказано из первых уст самой дальней родственницы Хюррем Султан. Итак, Роксан Кунтер родилась 10 августа 1984 года в Стамбуле в семье потомков Османской династии. Дедушкой Роксан был внук Айше Султан, которая, в свою очередь, являлась дочерью султана Абдулхамид хана. Деда звали Осман
Нами Османоглу, и он был отцом матери Роксан. Девушка долгое время не знала, что она потомок Великой династии. Ее отец играл в национальный баскетбол и в свое время установил рекорд по забитым мячам, которых до сих пор никем не побит. Сейчас отец Роксан знаменитый тренер по баскетболу. Неудивительно, что и Роксан изначально пошла в спорт. Внучка Хюррем, назовем это в 30-м поколении, долгое время жила и училась во Франции, играла в Национальной лиге баскетбола, после чего сделала карьеру телеведущей спортивных программ, получив дополнительное образование. Дедушка Роксан был последним шахзаде, который родился в Османской империи, и последним внуком, имя которому дал сам султан Абдулхамид. Вместе со своей семьей в младенческом возрасте Осман отправился в изгнание и смог вернуться на родину лишь в 1974 году. Он проживал в Мармарисе, Турция, а умер в возрасте 93 лет в Стамбуле. Его похоронили в мавзолее султана Махмуда. Любопытным мне показался ответ Роксан на вопрос журналиста о том, насколько та хорошо знакома с историей. Девушка сказала, что, конечно, она что-то знает и об Османской империи, и о своих предках, но глубокими историческими знаниями не обладает. Черт побери, друзья мои, только одна я чувствую в своих жилах кровь агузов, что мне так интересна история османов. Роксан утверждает, что знает историю по книге дочери последнего султана Абдулхамида Айше Султан. Она говорит, что родственники много раз просили дедушку рассказать им побольше информации, но тот предпочитал отмалчиваться, говоря лишь о том, что всем членам династии пришлось нелегко в изгнании. Да и вправду, друзья мои, но что мог рассказать дедушка Роксан Осман, который родился на самом закате существования империи и будучи изгнанным из нее еще в подгузнике? Как мы знаем из заголовков новостей Турции, в последнее время потомки Османской династии довольно часто поднимают вопросы о возврате им имущества династии, которого их лишили при организации республики. Роксан же утверждает, что ее семья этими вопросами не интересуется и ни на какое наследство своих предков они не претендуют. Совсем недавно в Турции премьер-министр Эрдоган устраивал торжественное мероприятие по случаю столетия смерти султана Абдулхамида и собирал всех членов династии. 40 внуков Абдулхамид-хана из 7 стран собрались в Стамбуле. С ума сойти, друзья мои, представьте себе, что османы в таком количестве поддерживают связь, и скажу вам больше, они все носят одну фамилию – Османоглу. А вот семья Роксан от этой фамилии отказалась по непонятным для меня причинам. Да, как я поняла, во всех их мероприятиях также не участвуют. Гордится ли Роксан тем, что она член Османской династии и прямой потомок Хюррем Султан? На этот вопрос девушка ответила так, цитата: «Я так горжусь этим. Чувство, которое заставляет вашу кровь кипеть, огромная гордость. Слов недостаточно, чтобы объяснить. Но когда я выхожу на улицу, это ничего не меняет в моей жизни. Я горжусь Османской империей, но я женщина республики». А вот интересно, друзья, что думает Роксан о сериалах про Османскую империю, которые буквально забили все каналы и не только в Турции. Смотрит ли она их? «Я волнуюсь, когда вижу эту одежду, дворец», — говорит Роксан. «Мне тоже интересно, как жили мои бабушки и дедушки. Наша история не должна быть забыта. Но не все правда, что нам показывают. Необходимо писать более реальные и последовательные сценарии». Провокационный вопрос задал журналист Роксан про Ататюрка, отца всех турок и нации. Он спросил у нее, не относились ли предки девушки негативно к Мустафе Кемалю Ататюрку из-за того, что тот, по сути, сверг династию и организовал Турецкую республику. На что внучка Хюррем ответила, что ее отец и всех ближайших родственников Ататюрк,
Никто и никогда не позволял себе отзываться или относиться к нему плохо. Ну что ж, друзья мои, похожа ли Роксан на свою именитую бабушку, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Но знать, что потомки Хюррем и Сулеймана до сих пор ходят по земле, мне лично все же приятно. Неважно, сколько поколений прошло или пройдет с момента, когда жила эта прославленная пара. Я сторонник того, чтобы мы и наши потомки ничего не забывали. Тем более сохранили знания о такой сильной и красивой любви. До новых встреч, друзья! Спасибо, что смотрите!